Всем привет! Сегодня мы с вами распакуем коллекционное издание игры The Last of Us 2. А ты что здесь делаешь? Копаю. Да, релиз игры был довольно давно, и многие из вас, я уверен, уже успели игру как пройти, так и сделать о ней свои выводы. Но моя коллекционка приехала ко мне буквально на днях, Долго ж ты шла. Ну, пришла же. и отчасти в этом моя вина. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Можно? Коллекционка довольно увесистая, коробка большая. На лицевой стороне у нас изображена главная героиня игры Элли, а на обратной стороне изображено наполнение коллекционного издания. По самому наполнению ничего особенного сказать, в принципе, наверное, и нельзя. Стандартное наполнение для последних лет коллекционных изданий эксклюзивов от Sony. Не так уж и плохо. Впрочем, бывало гораздо хуже. Например, в Uncharted 4 все было совсем грустно. Коллекционка куплена чуть менее чем за 12 тысяч рублей. Цена, конечно, не очень приятная, в том году цены были гораздо вкуснее. Я не поймал ни одного спойлера и полностью вышел из информационной ситуации, которая образовалась вокруг нее. Но знаю, естественно, о скандалах, которые возникли из-за сомнительных решений некоторых людей. Один из моих хороших друзей сказал, что лучше бы этой игры в принципе не было. Глупость какая. Но при этом отметил, что она сделана на высочайшем уровне. Но это и так было понятно. Ну что ж, давайте посмотрим, что внутри наконец-таки. Внутри коробка в коробке. Не можешь открыть? Все, я могу. Открываем. Коробка довольно минималистична. Так, сверху нас сразу встречает письмо от Нила Дракмана, режиссера «Одни из нас». В последнее время стал очень необычной личностью, о которой одни разговоры. Следом за ним идет артбук. Артбук, к сожалению, ничем не отличается от большинства артбуков, которые сейчас кладут в коллекционные издания игр. Он очень маленького формата, от Dark Horse. Не считаю такие артбуки чем-то особенным, и в принципе они имеют только коллекционную ценность. Благо в наше время выходят артбуки от сторонних компаний, полноформатные, и благо их переводят на русский язык. Посмотрим, что у нас дальше. Под ним находится конверт с названием игры. Вытащим из него что-то. Здесь находится картонная коробочка, в которой находится литография. И опять то же самое письмо от Нила, но на английском языке. Материал очень приятный на ощупь, но оставляет кучу отпечатков пальцев. Очень красиво, будет смотреться шикарно на полке. Следом идет стилбук. На одной стороне стилбука изображена Элли, главная героиня игры. На другой стороне какой-то новый персонаж. Я не знаю, что это за девушка и какую роль она будет играть, но как минимум она засветилась в трейлерах. На торце игры находится название игры, что радует, потому что, опять же, не во всех стилбуках это делают. Например, в Человеке-пауке этого не было. И это довольно-таки странно, когда у тебя на полке стоят игры, и ты не можешь понять, что это за коробка. И снизу стилбука изображен символ догов, лапа. Это забавно. Стилбук откроем позже. Так, снимаем верхний уровень. Под ним нас ждет еще один. Так, здесь у нас набор наклеек. Несколько наклеек с названием игры.
с логотипом студии. Следующее у нас браслет. Браслет главной героини. Именно такой браслет во второй части носит Элли. Довольно милая вещица, но, что неудивительно, скорее женский вариант. Вообще хочется сказать, что именно такие вещи и делают коллекционки необычными, потому что когда наполнение коллекционного издания это просто фигурка, мини-артбук и стилбук, это довольно скучно. Именно такие вещи, как фигурки дополнительные, статуэтки, брелоки или браслеты и нужны людям. Следующее — это очень-очень красивые пины. Посмотрите на них. Их 6 штук. Очень хорошее качество. Здесь и логотипы игры, и студии, и название игры. Очень-очень хорошо. Убираем следующий уровень. За ним целлофан. Так, далее идет коробка. Очевидно, что это главная изюминка этого издания — это фигурка. По ее поводу могу сказать, что когда анонсировали эту коллекционку, очень многие возмутились некачественному оформлению фигурки, если быть точным, лицу главной героини. То есть всегда лица во всех фигурках любой компании — это их слабое место. Но у Элли было все прям совсем плохо. Давайте посмотрим, что так ли все действительно, потому что все-таки фигурки бывают разные. Так, это тоже убираем. Итак, последняя коробка. Открываем. Новая упаковка. Раньше все это облачалось в пенопласт. Так, ну сразу бросается в глаза то, что фигурка очень большая. У нее очень большое основание. Мне это очень нравится. У того же Uncharted, да? Это были каких-то 5 сантиметров просто голой земли. Ну, что я могу сказать? Все совсем не так плохо, как представлялось и как обсуждалось на форумах в интернете. Лицо фигурки довольно интересное. Явно не самая худшая вариация, которая могла бы быть. Фигурка просто шикарна. Меня очень впечатлило, скажу честно. Все совсем не так плохо, как представлялось даже мне. Лицо сделано вполне себе хорошо. Нужно, кстати, помнить о том, что мы сейчас говорим о фигурках, которые находятся в коллекционных изданиях, а не те, которые продаются отдельно лимитным тиражом по 200, 300, 400 долларов. Очень-очень красивая подставка. Она очень широкая. Я такое очень люблю. Именно поэтому мне нравятся фигурки от Ubisoft. Особенно, когда они парные. У самой Элли на руке, кроме татуировки, находится браслет, который мы недавно распаковали. Она играет на гитаре. И сзади на ней висит рюкзак. Что очень интересно. Учитывая, что на самом деле есть еще одно коллекционное издание игры, более полное. В России выходило 3 издания. Это просто бокс, это лимитное издание, в которое входил стилбук, артбук и цифровые бонусы. А также коллекционное издание, которое мы только что распаковали. Но на самом деле существует еще более полное издание. Оно не выходило в России, выходило в Америке точно, возможно, в других странах. Оно включало в себя все это же самое, плюс виниловую пластинку, если не ошибаюсь, маленького диаметра, одну нашивку и, самое главное, это полную копию рюкзака Элли. Очень-очень жаль лично мне, что оно так и не вышло в России. Я бы обязательно приобрел именно его, потому что сам ношу рюкзаки. Сам рюкзак не представляет из себя, в принципе, ничего особенного. Это классическая форма рюкзака, просто с дополнительными пинами на нем. Но это ничего не отменяет. Очень жаль, что у нас его нет. Давайте посмотрим нашу игру и раскроем ее. Стилбук стандартный для многих изданий, красивый. Внутри нас ждет промокод на загружаемые цифровые предметы.
Среди них у нас динамическая тема на PlayStation 4, набор из аватаров, саундтрек и наш артбук, но в цифровом варианте. Стандартная макулатура и 2 диска, один из которых является установочным, второй игровым. На обратной стороне стилбука имеется слабое изображение потертой стены и ничего более. Вот что у нас содержится внутри. Цифровые бонусы довольно интересны. Фу. Ну что ж, вот мы и закончили распаковку нашего коллекционного издания The Last of Us, часть 2. Могу сказать, что меня она порадовала. Я такого, честно говоря, не ожидал. Мне очень понравились пины, мне понравилось, как оформлена литография вместе с письмом Нила. И знаете, мне понравилась фигурка. Да, в ней есть погрешности, но она выполнена хорошо, у нее хорошая детализация и она объемная. Она займет отличное место на моей полке. Когда-то я очень сильно хотел купить себе коллекционное издание первой части этой игры. Да что там, я хочу его до сих пор. Но оно стоит очень дорого и с каждым годом все дороже. Выбора нет. Я дал себе обещание, что если у этой игры будет продолжение, я обязательно куплю себе его в коллекционном виде. Так и произошло, и я этому рад. Ну что ж. Сегодня, пожалуй, я начну играть в эту игру, я очень этого ждал, я очень это жду, я боюсь, что мне не понравится сюжет, скажу честно, но посмотрим, как оно будет. С распаковкой этого издания мы закончили, но я думаю, что мне есть еще что вам показать. Возможно, вам будет это интересно, как по будущим проектам, так и по прошлым. На этом все, до встречи!